Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на вторую половину месяца февраля. Давайте посмотрим, что же ожидает вас с 15 по 28 февраля. Какие вам карты сегодня выпадут и что же интересного у вас произойдет. Я напомню, что это общий таро-прогноз, что он не индивидуальный, не персональный. Надеюсь, большинству из вас он, тем не менее, подойдет, окажется полезным. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я постараюсь на ваши комментарии ответить. Также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. Итак, первая карта у вас карта Королева мечей. Карта ясная, такая проницательная, очень прямолинейная. В целом она показывает вашу стихию. Да, может показывать и связь с другим воздушным знаком, то есть как вы, весы, близнецы или водолеи. Но достаточно такая интересная королева, потому что она создает впечатление очень жесткой, очень прямолинейной личности, которая не терпит дураков, да, распознает ложь за версту, и она очень проницательно, внимательна к деталям. Возможно, вы здесь обладаете такими качествами и проявляете себя таким образом, либо общаетесь с таким человеком, да, то есть здесь вот такая королева мечей у вас выпадает. Причем неважно, мужчины смотрят или женщины, но вот качество, она вот этой своей категоричности, прямолинейности, соответственно, может быть, какого-то карьеризма явно здесь проявляет. Да, здесь много мудрости, здесь много логических каких-то рассуждений, здесь очень много такой жесткости и силы воли в ее характере. Возможно, это королева, которая прожила уже какие-то сложности, трудности, определенные сложные ситуации и стала, наоборот, мудрее, закалилась в этих всех ситуациях. Но вот, собственно, да, это то, что вы можете проявлять здесь по этой королеве мечей или опять-таки общаться с таким человеком. Здесь же у вас дальше шестерка кубков, карта ассоциации с прошлым, с какими-то прошлыми ситуациями или вещами, может быть, людьми, местами, вашим детством, может быть, с вашей семьей, в конце концов. Здесь карта показывает детей. Эта карта, она может показывать то, какими вы были ранее, когда вы были младше, допустим, или когда вы смотрели на все как дети, сквозь розовые очки, когда вы были по-детски открыты, когда, возможно, вы видели все в ярких, красивых красках и не видели всей жесткости этого мира, допустим. Ну, может быть, здесь какие-то разговоры, честные разговоры там с вашими близкими, с вашей семьей будут. Еще и карта башня. Да, это карта крупного потрясения и разрушения. Возможно, что-то разваливается, и, возможно, вам нужно будет с чем-то здесь смириться, как с разрушением, к какой-то катастрофой, да, может быть, здесь какое-то есть течение обстоятельств, и вам нужно здесь что-то разрушить или позволить чему-то рухнуть в этих обстоятельствах или в этой ситуации, как будто бы что-то не отвечает вашим интересам или тому пути, который вы выбрали, и это требует разрушения. Могут быть какие-то значительные, неожиданные изменения или перемены. Похоже, что у вас была какая-то долгая история с чем-то. Может быть, вы долго с кем-то встречались, допустим, и смотрели чересчур идеалистично на ситуацию. Потом что-то произошло такое, что потрясло вас до основания. Что-то произошло такое, что вот привело к тому, что ситуация разваливается, как эта башня. И, возможно, здесь вам действительно нужно будет что-то кардинально поменять в происходящем, потому что здесь есть определенное озарение, прозрение по этой молнии, которая сияет над башней. То есть здесь есть необходимое преобразование, которым сопротивляться, скорее всего, бесполезно, потому что, ну, такова жизнь, такие ситуации здесь происходят. И вот, возможно, это какая-то кармическая ситуация, с которой вы здесь сталкиваетесь, и, ну вот, к сожалению, обойти ее никак не можете. Возможно, это даже вам идет на пользу, потому что вот в эту башню ударила молния, да, башня устойчивая и прочная, но она, тем не менее, как бы она ни была прочно здесь закреплена, она все равно рушится, она разваливается. Это означает, что где-то был какой-то недостаток, и трещина, которая дает здесь, собственно, о себе знать, она разрушает это здание. Вам нужно с чем-то смириться. Возможно, вам нужно здесь спокойнее относиться к тому, что здесь происходит, и позволить вам пройти легче и быстрее через происходящие ситуации и меньше сопротивляться происходящему.
Дальше еще и десятка мечей. Тоже, знаете, такая не самая прям хорошая карта, потому что это карта какого-то разрушения изнутри и карта завершения, тяжелого завершения, сложной ситуации, стрессовой для вас ситуации, какое-то большое потрясение, которое может быть связано с башней. То есть что-то разрушается, что-то подходит к концу. И независимо от того, что это такое, некоторые из вас могут почувствовать себя преданными. Вы можете почувствовать себя подставленными, вы можете себя почувствовать брошенными. Простите, что я так говорю, но такие карты. Также, что здесь может эта десятка мечей показывать? Десятка, она в целом именно мечей показывает завершение и окончание чего-то. Да, и мечи, они тоже под влиянием воздуха, они показывают ваше мышление, вашу систему убеждений, идеологии, взглядов, которые у вас есть. Может быть, что-то для вас болезненно здесь происходит, или приближение, завершение чего-то и понимание, что это завершение происходит, что чему-то пришел конец, оно для вас болезненно. Может быть, вы догадывались, что так будет, но вы понимаете, что вот этот этап, он сейчас здесь происходит, именно в этом времени, и вам нужно двигаться дальше. Вы можете скорбеть, вы можете переживать по этому поводу, можете очень сильно переживать, можете вообще замыкаться как-то, но чем легче вы к этому отнесетесь, тем легче вам будет через эту ситуацию, соответственно, пройти. Давайте посмотрим еще. Час от часу не легче называется, да, дальше карта смерть. Карта смерть. Но по сути карта трансформации. Тоже, кстати, да, показывает, что вам нужно от чего-то будет отказаться, что не подходит, что разрушается, что уже отживает свое, что, возможно, вам не подходит, да, как собственно, да, ситуация это в вашей жизни по карте смерть. Возможно, вы здесь должны кардинально трансформировать свое отношение к чему-то. Возможно, вам здесь нужно будет кардинально поменять свою жизнь или там систему убеждений, ваших каких-то ценностей или взглядов, соответственно. То есть вам нужны здесь эти перемены, нужны здесь эти изменения, соответственно. Они для вас здесь будут очень и очень важны. Так, давайте посмотрим, что здесь еще, может быть, будет. Ну, давайте я вот так вот выложу. Но на самом деле достаточно интересно, да, вот столько здесь может быть карт интересных, но вот знаете, опять эта башня, по сути, карта Верховная Жрица, то есть какие-то секреты или какие-то тайны, которые могут выйти на поверхность здесь. Возможно, вы даже где-то в каком-то моменте могли почувствовать себя глупыми, потому что подумали, что как я мог или могла так поступить или так думать, и вот что-то привело, соответственно, к разрушению, к такому, как можно было там доверять какому-то человеку или какой-то ситуации. Допустим, если вы находились в отношениях, и по карте Верховная Жрица, когда вы что-то узнаете, то, что открывается, как скрытое, становится открытым перед вами, вы понимаете всю эту ситуацию, понимаете, через что вам приходится пройти, и, возможно, что какая-то ситуация завершается для вас, вам нужно, соответственно, отказаться от каких-то отношений, может быть, здесь. И для вас это будет судьбоносное, важное, переворачивающее вашу жизнь решение, что-то, что кардинально повлияет на вас, и вам нужно будет постараться каким-то образом с этим справиться. Вам нужно будет брать на себя инициативу, нужно будет по карте Маг справиться с этой ситуацией и понять, что вы себя можете вытянуть из этой ситуации по карте Маг. У вас для этого есть все ресурсы на самом деле, все возможности. И для некоторых из вас, и эта карта Солнца тоже, да, прояснение ситуации, понимание, что что-то как вспышка, как молния здесь становится для вас ясным, понятным. Вы думаете о том, как вы могли быть, допустим, такими наивными или такими глупыми, что во что-то поверили, потому что что-то здесь явно проясняется и становится более заметным в этот период времени. Опять-таки карта Верховной Жрицы. То есть для вас здесь какие-то открываются тайны, открываются какие-то секреты, которых, возможно, вы раньше не замечали, или вы просто игнорировали их и продолжали двигаться дальше, не обращая на них внимания. Может быть, здесь речь идет о каком-то предательстве другого человека, к
примеру, да, и вы сталкиваетесь с этой ситуацией. Но в любом случае, да, не самые хорошие такие карты, не самый хороший расклад. Я не знаю, может быть, не всем это подойдет, и может быть, это и хорошо на самом деле, да. Но с другой стороны, это карта колеса фортуны, которая здесь тоже есть. И вот эти карты, которые карта башня, карта смерть, показывают, что это что-то предопределенные, это какие-то перемены, которые для вас будут необходимы. И здесь эти преобразования, они на самом деле должны быть, они судьбоносные. Вам нужно было бы пройти по этому пути, и вы должны здесь, да, отпустить что-то, что вам больше не подходит, что-то, что вам больше не служит, что-то, что совершенно мешает вам для дальнейшего продвижения вашего в жизни. Возможно, здесь по карте смерть вы должны, ну да, перед тем, как от чего-то отказаться, и 4 мечей, сделать шаг назад, остановиться, взглянуть на ситуацию с другой стороны. Карта 4 мечей, да, как будто сделать паузу, отдохнуть и разобраться, что вы думаете, соответственно, в этом всем, как вы будете дальше действовать по 4 мечей, сделать выбор, 7 кубков. То есть у вас есть несколько вариантов, возможностей, как вам в этой ситуации поступить. Вам здесь нужно будет принять это решение, хотя оно может быть не самым простым, в принципе, по 7 кубков. Но вы, да, можете здесь, теряясь в этих вот возможностях, но тем не менее это решение вам нужно принять. И карта страшного суда показывает, что для вас это значимый период. И да, для кого-то он может быть разным по значимости, по масштабу, но в целом вот здесь у вас период важного выбора, который вы должны сделать сейчас. И от этого решения, от этого выбора будет зависеть дальнейшее развитие, соответственно, ситуации. Возможно, здесь будут какие-то серьезные перемены, которые у вас происходят, соответственно, и вам нужно будет здесь свою интуицию подключать. Поэтому Верховная Жрица, вам нужно будет быть внимательными к ситуации. Больше эта карта такая духовная, да, то есть вам нужно будет здесь прислушиваться к себе, к своему подсознанию, когда вы принимаете здесь какие бы то ни было решения по 7 кубков. То есть вам нужно будет здесь более быть такими внимательными к себе. Но в целом это 9 пентаклей. Да, она показывает, что вы очень много работали, чтобы достичь независимости, самодостаточности, может быть, уверенности в себе. Вы достаточно много работали. И вам не нужно искать какого-то подтверждения своей значимости там среди других людей, допустим. Вам не нужно расстраиваться, если вдруг вас не ценят или не замечают какие-то ваши достижения. То есть вам не нужно хотеть, да, следить, чтобы кто-то там оценил как-то ваши заслуги, или если кто-то неуважительно к вам относится. То есть вам не нужно обращать на это внимание, вам достаточно любить себя, относиться с уважением к себе. По 9 пентаклей это хорошо видно, и двигаться дальше, делать правильный выбор какой-то ваш, которого требует ситуация, соответственно, здесь. И что-то кардинально менять в вашей жизни. Это карта страшного суда, и эта перемена, она может оказать значительное влияние на вашу долгосрочную какую-то перспективу по 9 пентаклей. Соответственно, да, и карта Маг показывает, что вы здесь хозяин положения, вы здесь принимаете решения, вы действуете, и вы выходите из этой ситуации по карте Маг достойно, да, достаточно достойно. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Весы на вторую половину месяца февраля мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.